Приветствую вас, друзья! Огромное вам спасибо за активность и поддержку. На Обнинск в Калужской области обрушился мощный ливень, который за 1,5 часа превратил улицы города в реки, затопил подземные парковки и нарушил транспортное сообщение. По данным администрации города, за это время выпало около 20-25 мм осадков, что эквивалентно третьей месячной нормы июля для Калужской области. Такой ливень стал настоящим испытанием для ливневой канализации, которая не справилась с объемом осадков, в результате чего улицы в центральных районах Обнинска, включая проспект Ленина, улицы Курчатова и Маркса, превратились в бурные потоки. Уровень воды достигал от 30 до 50 сантиметров на дорогах и до метра, а порой и более, в низинах. Вода залила подземные парковки, пешеходные переходы и первые этажи некоторых многоквартирных домов, на ключевых магистралях города образовались пробки. Из-за непогоды власти отменили семейный интерактивный праздник в Белкинском парке, запланированный в рамках Дня города. К вечеру 26 июля вода постепенно начала уходить, сегодня коммунальные службы продолжают устранять последствия непогоды. В субботу в международном аэропорту Денвера произошел инцидент с самолетом American Airlines Fly, следовавшим из Денвера в Майами. У Boeing 737 загорелось левое шасси, что привело к эвакуации 173 пассажиров и 6 членов экипажа. По данным Федерального управления гражданской авиации США, экипаж сообщил о возможной проблеме с шасси во время разгона для взлета, что привело к остановке самолета. Вскоре после этого под левым шасси вспыхнул огонь, сопровождаемый густым дымом. В процессе эвакуации 1 человек получил легкие травмы и был госпитализирован, еще 5 были осмотрены медиками на месте. Пожарные Денвера оперативно потушили возгорание, Федеральное управление гражданской авиации США проводит расследование инцидента. Возникшая ситуация привела к приостановке на час всех вылетов, в результате чего 240 рейсов из Денвера в субботу вечером были задержаны. Турция столкнулась с экстремальной жарой, которая побила температурные рекорды. 26 июля в юго-восточной провинции Шанлурфа столбик термометра достиг плюс 50,5 градуса по Цельсию. Министерство сельского и лесного хозяйства предупредило, что с 27 июля температура может вырасти еще на 10 градусов, достигая 55-60 градусов в некоторых регионах. На фоне аномальной жары страна борется с масштабными лесными пожарами, которые охватили провинции Карабюк, Биледжик, Измир и Эмуглу. В пятницу было потушено 73 очага возгорания, но в субботу в Эмугле вспыхнул новый пожар, угрожающий лесам и населенным пунктам. Еще один сильный пожар вспыхнул в субботу на западе Турции в окрестностях города-миллионника Бурса. Пожар начался вечером в горных районах Бурсы, быстро распространяясь из-за сильного ветра, достигавшего скорости 40-50 км в час. Вскоре огонь приблизился к жилому району Карахедыр. К утру 27 июля пожаром было охвачено уже 110 гектаров, уничтожены лесные массивы и существует серьезная угроза инфраструктуре. Для тушения пожара было задействовано 500 человек личного состава, 150 единиц техники и 13 самолетов, но после заката авиация прекратила работу из-за отсутствия видимости. Власти поспешно эвакуировали жителей 2 деревень в районах Гюрсу и Кистель, всего около 700 человек. Также были эвакуированы животные из приюта в Бурсе. Из-за близко подобравшегося сильного пламени трасса Бурса-Анкара в целях безопасности была перекрыта. В процессе тушения пожара 1 спасатель получил травму, но она не представляет угрозу для его жизни. О пострадавших жителях не сообщается. Основной причиной пожаров власти называют аномальную жару и засуху, но не исключают также возможность поджогов.
Мощная снежная буря обрушилась на Ушуаю, самый южный город мира, расположенный в аргентинской Патагонии. Температура упала до 5 градусов по Цельсию ниже 0, при этом порывы ветра достигали 70-80 км в час, создав условия для метели и сильно ограничив видимость. Снегопад, один из самых интенсивных в этом зимнем сезоне, покрыл город и окрестности толстым слоем снега. Толщина снежного покрова в некоторых районах достигла 20-30 см. Сильный снегопад продолжался всю ночь. Буря затронула не только Ушуаю, но и прилегающие районы, включая горнолыжные центры и перевал Гарибальди. На дорогах возникли заносы, в результате чего несколько ключевых маршрутов были полностью перекрыты. Снегопад вызвал перебои с электроснабжением. В некоторых районах Ушуаи из-за сильного ветра и налипания снега возникли повреждения линий электропередач. Власти провинции Огненная земля призвали жителей и туристов избегать поездок в районы Ушуаи, пока ведется расчистка дорог. Метеорологи предупреждают, что снегопады могут продолжаться до 28 июля, но уже с меньшей интенсивностью. Вчера на дороге Танджонг-Катонг в Сингапуре внезапно образовался провал глубиной около 2-3 метров, который затронул две полосы движения. В яму, заполненную водой, упал автомобиль, за рулем которого находилась женщина. Благодаря оперативным действиям рабочих, находившихся на стройке рядом, женщину удалось благополучно извлечь, после чего она была доставлена в больницу. Возникший провал также повредил два водопровода, что привело к временному отключению водоснабжения в 18 домах в районе. Сейчас дорога перекрыта, ведутся восстановительные работы, водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты. Лесные пожары продолжают бушевать в Нагорном Карабахе, пламенем охвачены лесные массивы в Агдамском, Хаджавенском, Хаджалинском, Физулинском и Агдеринском районах. Пожары, начавшиеся в июле, усилились в последние дни из-за аномальной жары выше 40 градусов и сильных порывов ветра. Площадь возгораний в Агдаме и Агдере достигает сотен гектаров. В Агдамском районе огонь приблизился к заброшенным селам, таким как Юсифджанлы и Марзили, где в 2006 году пожары уже уничтожили значительные территории. В Хаджавенде и Физули огонь затронул горные районы. Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана мобилизовало значительные силы для борьбы с пожарами. В Агдаме и Агдере задействованы вертолеты, пожарные расчеты и наземная техника, но работа осложняется взрывами мин, оставшихся после военных конфликтов. Тушение продолжается в круглосуточном режиме, дополнительно привлечены силы из соседних регионов. В Китае продолжаются сильные наводнения. Вечером 25 июля в уезде Уци, города Иньянь, начались ливни, которые за 12 часов принесли 251 мм осадков, рекордное количество для региона. Река Бэйлуа вышла из берегов, вызвав крупнейшее наводнение с 1994 года. Вода затопила улицы Йонгнинга, смыв машины и повредив дома. Затоплены улицы, подземные парковки и жилые зоны. Власти объявили третий уровень чрезвычайной ситуации, из опасных зон было эвакуировано более 30 тысяч жителей. В школах и общественных зданиях организованы временные убежища. Страдает от наводнений и внутренняя Монголия. 26 июля сильные дожди, обрушившиеся на регион, вызвали паводки в сельских и городских районах. По данным местных СМИ, реки, включая приток Хуанхэ, вышли из берегов, затопив сельскохозяйственные угодья и повредив дороги. Точные масштабы разрушений пока уточняются, но уже известно о значительных потерях урожая и серьезных повреждениях инфраструктуры. Потоками воды снесены несколько мостов, разрушены десятки дорог. Местные спасательные службы проводят эвакуацию населения в зонах риска. Наводнения в Шэньси и внутренней Монголии стали частью аномального сезона дождей 2025 года, вызванного муссонной активностью и климатическими изменениями.
По данным метеорологов, июль 2025 года в Китае отмечен температурами на 2-4 градуса выше нормы, что усиливает насыщенность влагой атмосферы и приводит к экстремальным осадкам. В пятницу мощный сель обрушился на лагерь в районе Акупан в филиппинской провинции Бенгет. Сель сошел около 14 часов по местному времени после продолжительных ливней, вызванных тропической депрессией, усилившейся в регионе Кордильер. Обрушившиеся на горные районы Бенгета ливни привели к оползням и селевым потокам, которые затопили низины и повредили инфраструктуру. Лагерь, расположенный в горнодобывающем районе Итакона, оказался особенно уязвим из-за близости к склонам и ручьям, переполненным водой. Сель повредил дома, дороги и горнодобывающую инфраструктуру. Затоплены низменные участки и сельскохозяйственные поля. Точные масштабы ущерба пока оцениваются. Местные власти провели эвакуацию жителей из зон риска. Десятки семей покинули лагерь, их разместили во временных убежищах в Итаконе. Данных о погибших или пострадавших нет, но спасательные команды продолжают поиск людей, возможно, оказавшихся под завалами. По данным метеорологической службы, ливни в Кордильерах продолжатся до 28 июля, хотя их интенсивность снизится. Власти призывают жителей избегать горные районы и следовать предупреждениям. Горнолыжный курорт Маунт-Хаттам в австралийских Альпах переживает мощный снегопад, начавшийся в ночь на 26 июля. За ночь выпало 15 сантиметров свежего снега, высота снежного покрова выросла до 107 сантиметров, а к утру 27 июля, по данным курорта, она и вовсе достигла рекордных для сезона 113 сантиметров. Буря сопровождалась ветром скоростью до 50 км в час и временно осложнила доступ к курорту, но привлекла тысячи туристов. В результате снегопада Great Alpine Road была закрыта из-за заносов и риска схода лавин. Водителям было рекомендовано использовать цепи противоскольжения. Из-за бури возникли также кратковременные перебои с электроснабжением в Хаттам-Хайтс, но сейчас они устранены. — 26 июля север Алжира, включая провинцию Батна, оказался во власти мощного грозового фронта, сопровождавшегося сильными ливнями, градом и порывистым ветром. По данным местных метеорологических служб, грозовой фронт сформировался в результате столкновения теплых и влажных воздушных масс над Средиземным морем с более прохладными потоками, что привело к резкому ухудшению погодных условий. В провинции Батна, расположенной на северо-востоке Алжира, синоптики зафиксировали выпадение крупного града, а также сильные дожди и порывы ветра, достигавшие скорости 15-20 метров в секунду. Местные жители сообщают о подтоплениях на дорогах, повреждении сельскохозяйственных угодий и перебоях с электроснабжением в некоторых районах. В результате разгула стихии оказались затоплены улицы, повалены деревья, градом повреждены автомобили. В сельских районах провинции Батна-ат-Града также пострадали посевы. Власти мобилизовали спасательные бригады для устранения последствий стихии, ведется расчистка дорог, восстанавливается подача электроэнергии. — 25 июля вулкан Эртаале, расположенный в пустыне Данекель на северо-востоке Эфиопии, выбросил значительное облако вулканического пепла. Извержение сопровождалось взрывной активностью, во время которой произошло обрушение стенок северного кратера. В результате обрушения образовалась новая трещина длиной около 40 километров, а магма, вышедшая из кальдеры, распространилась на расстоянии до 10 километров от центра вулкана. Эртаале, известный как «Курящаяся гора» на языке народа Афар, находится в Афарском треугольнике, зоне повышенной вулканической активности. Вулкан уникален наличием двух лавовых озер, одно из которых расположено в северном кратере, который и пострадал от обрушения. Ученые отмечают, что в глубине вулкана происходят новые процессы, связанные с движением магмы. После взрывной активности магма распространилась через подземные каналы,
вызвав фланговое извержение. Это подтверждается сообщениями о выходе магмы в нескольких точках на значительном удалении от кальдеры. Такие процессы указывают на продолжающуюся активность вулкана и возможное формирование новых лавовых потоков.